18 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге произошло событие, которое по своему масштабу и внезапности затмило даже повестку самого Конституционного суда. Михаил Юрьевич Борщевский, человек-эпоха, занимавший пост полномочного представителя правительства России в высших судебных инстанциях на протяжении четверти века, вышел к трибуне и произнес фразу, от которой в зале повисла гробовая тишина. «Я перед вами выступаю в последний раз. Спасибо за это время и дай вам Бог». Никаких анонсов, никаких пышных проводов, никаких орденов за заслуги перед Отечеством под камерой федеральных каналов. Он просто встал, закрыл папку и ушел. Человек, который 25 лет был связующим звеном между исполнительной властью и судебной системой, чье имя стало синонимом юридического влияния и непререкаемого авторитета, покинул свой пост стремительно и неожиданно. Официальная версия звучит безупречно сухо. Достижение предельного возраста государственного служащего. 27 декабря Михаилу Юрьевичу исполняется 70 лет, и он, как законопослушный гражданин, якобы решил не задерживаться в кресле ни днем дольше. «Все по регламенту», — заявил он журналистам, назвав любые другие версии полным бредом. Но давайте отбросим дипломатический этикет и посмотрим на календарь. Просто сопоставим две даты, и картина заиграет совершенно иными, зловещими красками. 16 декабря Верховный суд России ставит жирную точку в самом скандальном деле года – деле Ларисы Долиной, отменяя все решения ниже стоящих инстанций. А ровно через двое суток, 18 декабря, Борщевский объявляет об отставке. Между крахом защиты народной артистки и уходом тяжеловеса российской юриспруденции прошло всего 48 часов. Вы верите в такие совпадения? В большой политике совпадений не бывает, бывают последствия. Чтобы понять невидимую связь, нужно взглянуть на тех, кто защищал интересы певицы. В Верховном суде интересы Ларисы Долиной представляла адвокат Мария Пухова. И вот та самая деталь, превращающая эту историю из светской хроники в политический детектив. Пухова – адвокат коллегии Борщевский и партнеры. Да, Михаил Юрьевич формально давно отошел от дел коллегии, уйдя на госслужбу. Но фамилия в названии – это не просто бренд. Это знак качества. Это намек на колоссальный ресурс. Это, если хотите, незримая печать «свои люди». В авторитетных политических телеграм-каналах и судейских кулуарах сейчас рисуют картину, бесконечно далекую от пенсионной идиллии. Версия звучит жестко. Борщевский стал жертвой краха того самого права звонка или права звонка, символом которого его считали многие годы. Инсайдеры шепчутся, что за Ларису Долину в нижестоящих судах попросили очень убедительно. И эти просьбы, подкрепленные магией громкой фамилии, работали безотказно на 3 уровнях судебной системы Москвы. Но когда дело дошло до Верховного суда, система дала сбой. Общественный резонанс оказался настолько мощным, сайт суда рухнул от 2 миллионов запросов в минуту, что наверху, вероятно, в самых высоких кабинетах, приняли решение. Хватит. Эффект Долиной стал точкой невозврата. Терпение лопнуло. Нужно было показать обществу, что неприкасаемых больше нет. И первой, самой крупной фигурой в этой партии, которой пожертвовали ради сохранения лица системы, стал именно Михаил Борщевский. Его уход – это четкий сигнал элитам. Сигнал о том, что старые схемы Решалова больше не гарантируют результат, а становятся токсичными. Адвокатская коллегия, носящая его имя, скомпрометирована полным разгромом в Верховном суде. А сам патриарх юридического мира уходит в тень, оставляя нас с главным вопросом. Если так стремительно убрали человека с 25-летним стажем во власти, то что же ждет тех исполнителей в мантиях, которые год за годом штамповали незаконные решения? Ведь дело Долиной – это не просто спор хозяйствующих субъектов. Это история о том, как 112 миллионов рублей честного покупателя пытались превратить в пыль, прикрываясь громкими именами и фальшивым правосудием. И чтобы понять, какую именно Авгееву конюшню пришлось разгребать Верховному суду, нам нужно вернуться к самому началу, к сделке, которая должна была быть идеальной, но стала эталоном судебного безумия. Если вы думаете, что это история о том, кому достанется элитная квартира в Хамовниках, вы глубоко ошибаетесь. Это история о том, как белое называли черным, а закон выворачивали наизнанку с цинизмом, от которого становится не по себе любому здравомыслящему человеку. Это хроника сделки, которая должна была стать образцовой, но превратилась в театр абсурда ценой в 112 миллионов рублей. 19 августа 2024 года в Хамовнический районный суд Москвы поступают встречные иски.
С одной стороны ринга – народная артистка России Лариса Долина. С другой – предпринимательница Полина Лурье, мать-одиночка, которая сделала то, что делает любой нормальный покупатель. Честно заплатила огромные деньги за жилье своей мечты. Давайте зафиксируем факты, от которых отмахивались судьи целый год. Это была абсолютно прозрачная, белая сделка. Продавец, покупатель, нотариальный договор, полный расчет через банк. Все по закону, все по правилам. Полина Лурье перевела 112 миллионов рублей, получила ключи и документы. Казалось бы, живи и радуйся, но внезапно начинается кошмар. Лариса Долина заявляет: «Меня обманули мошенники, я действовала под давлением, верните мне квартиру». А как же деньги покупателя? А на этот счет у защиты звезды и, как выяснилось, у московских судей был заготовлен поистине гениальный в своей жестокости ответ: «Деньги я отдала мошенникам, извините, ничем помочь не могу». И вот тут начинается то самое безумие Фемиды. 28 марта 2025 года судья Татьяна Перепелкова выносит решение, которое взрывает юридическое сообщество. Квартиру вернуть Долиной. Деньги покупательницы нет, не положено. Почему? Потому что, видите ли, певица совершила сделку под влиянием посторонних лиц. Вдумайтесь в эту логику. Человек, который не имеет никакого отношения к мошенникам, который честно заплатил свои кровные, остается на улице, без жилья и без денег, а пострадавшая звезда получает обратно свою недвижимость, словно ничего и не продавала. Полина Лурье, заплатившая больше 100 миллионов, оказывается виноватой просто в том, что купила квартиру у знаменитости. Но Полина не сдается и идет в апелляцию. 8 сентября 2025 года Московский городской суд. Казалось бы, здесь должны сидеть более компетентные люди, но судебная коллегия под председательством Татьяны Акульшиной лишь пожимает плечами. Доводы первой инстанции верны, апелляция отклонена. Долина снова с квартирой, честный покупатель ни с чем. Последняя надежда – кассация. 27 ноября. Второй кассационный суд. Судья Ирина Голубева, экс-судья Верховного суда Башкортостана. Ветеран с 20-летним стажем. Уж такой-то профессионал должен увидеть, что происходит беззаконие. Но нет, Голубева, не моргнув глазом, полностью встает на сторону Ларисы Долиной. 3 инстанции, 7 судей, 3 отказа. Целый год государственная машина работала на то, чтобы защитить интересы одного известного человека, растоптав права и судьбу другого. И вот здесь возникает главный вопрос, который мучает нас всех. Как такое вообще возможно в правовом государстве? Неужели все эти люди в мантиях с высшим образованием и многолетним опытом просто не знали законов? Или они знали их слишком хорошо, но играли по совсем другим правилам? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно внимательно посмотреть в лица тем, кто выносил эти решения. Кто они, эти вершители судеб, чьи имена теперь знает вся страна, и какие скелеты прячутся в их шкафах. Об этом в следующей части нашего расследования. 3 судебные инстанции, 7 человек в мантиях и абсолютное, пугающее единодушие в беззаконии, от которого стынет кровь. Кто эти люди, которые целый год с ледяным спокойствием штамповали решения, противоречащие не только закону, но и элементарной человечности? Обычная ошибка? Нет. Это была слаженная работа хорошо смазанного механизма, где каждый винтик знал свою роль. Давайте сорвем маски и посмотрим в лицо тем, кто вершил правосудие по понятиям. Все началось с женщины, чья карьера до этого момента казалась безупречной, как белый лист. 40-летняя Татьяна Геннадьевна Перепелкова, судья Хамовнического суда. Это именно она 28 марта 2025 года, не моргнув глазом, вынесла вердикт: квартиру звезде, а покупательницу с ее миллионами на все 4 стороны. Но самое шокирующее кроется в ее прошлом. В 2022 году Перепелкова стала настоящей героиней новостей, новой Жанной Дарк российской юриспруденции. Ей предложили взятку в 6,5 миллионов рублей за нужное решение по элитной недвижимости. И что она сделала? Она сдала свою же подругу, бывшую судью Ольгу Колесниченко, прямо в руки ФСБ. Подруга уехала в колонию на 4 года, а Перепелкова получила лавры неподкупного борца с коррупцией. И вот проходит 3 года.
Та же самая святая судья рассматривает дело Долиной. За один только март она выносит 31 решение, работая как конвейер. Но в этот раз ее принципиальность дает сбой. Она принимает решение, которое позже разгромит Верховный суд, и, о чудо, ровно через 3 недели, 17 апреля, она получает стремительное повышение в Московский городской суд. Неужели в нашей системе за ошибки награждают? Или это была не ошибка, а исполнение деликатного поручения, за которое расплачиваются не деньгами, а карьерными лифтами? Выглядит так, словно цена принципов просто выросла. Но если вы думаете, что на этом абсурд закончился, вы глубоко ошибаетесь. Эстафету подхватывает апелляционная тройка Мосгорсуда, которая должна была стать фильтром, но превратилась в бетонную стену равнодушия. Во главе стола Татьяна Акульшина, ветеран с 15-летним стажем. Казалось бы, опыт должен был подсказать ей, что творится беззаконие. Но загляните в народный рейтинг «Судьи России». Из 11 отзывов о ней лишь 1 положительный. Это катастрофическая статистика. Люди годами кричали о ее предвзятости, о том, что она не слышит доводов. И именно она, символ старой гвардии, для которой лояльность системе важнее закона, утвердила скандальное решение. Слева от нее сидела Наталья Максимовских, и это, пожалуй, самая трагичная фигура в этой истории. Ее в интернете хвалят, называют справедливой, редчайший случай для судьи. Она прошла путь от мирового судьи в печатниках до федерального уровня. Как такой человек мог подписаться под откровенным грабежом матери-одиночки? Ее подпись под этим вердиктом – страшное доказательство того, что система способна сломать даже тех, кто пытается сохранить совесть. Или же хорошая репутация была лишь маской. А справа Денис Иванов – настоящий феномен судейского мира. Его карьера – это не лестница, это скоростной лифт в небоскребе. Обычно путь от мирового до федерального судьи занимает годы каторжного труда. Иванов пролетел его меньше, чем за год. В апреле 2011-го надел мантию, а уже через 12 месяцев вершил судьбы в Тверском суде Москвы. Кто так мощно толкал его в спину? Чья невидимая рука расчищала ему путь? В Мосгорсуд его назначили одним указом с Максимовскими, словно специально подбирая команду для особых дел. И он оправдал доверие, безропотно подтвердил то, что подтвердить было невозможно. И, наконец, финальный аккорд – кассация. Судья Ирина Владимировна Голубева, 20 лет стажа, бывшая судья Верховного суда Башкортостана, тяжеловес, региональная элита. Она видела все, она знала, как должна работать судебная машина. Уж она-то обязана была остановить этот произвол. Но когда на ее стол легло дело ценой в 112 миллионов рублей, эксперт ей изменил. Она, как и все до нее, подтвердила, отнимать жилье у добросовестного покупателя – это нормально. Ее молчание стало последним гвоздем в крышку гроба правосудия в этом деле. 7 судей. Героиня борьбы с коррупцией, ветеран с дурной славой, хороший коп, карьерист и тяжеловес. Все они посмотрели в глаза Полине Луре и сказали: «Ты никто». Это не ошибка исполнителя, это круговая порука, это система, которая защищает своих и плюет на закон, пока не получит окрик сверху. И разорвать этот порочный круг смог только Верховный суд, когда скандал стал угрожать стабильности всего рынка недвижимости. О том, как рухнул сайт суда и почему это решение стало битвой за капитализм, в следующей части. 16 декабря 2025 года. Этот день войдет в историю российской юриспруденции как день, когда система дала сбой в обратную сторону. Впервые за много лет справедливость оказалась сильнее телефонного права. Заседание Верховного суда транслировалось в прямом эфире, и то, что произошло дальше, превзошло все ожидания. Сайт суда рухнул. 2 миллиона обращений за 1 минуту. 2 миллиона человек, затаив дыхание, ждали, победит ли закон или снова победят уважаемые люди.
Общество, уставшее от бесконечных историй про касту неприкасаемых, почувствовало, сейчас решается не судьба одной квартиры, решается, по каким правилам мы все живем. Это была схватка двух идеологий, двух миров. С одной стороны, феодальная справедливость, в кавычках, где прав тот, у кого больше титулов, званий и связей. Логика нижестоящих судов была именно такой. У Долиной есть звание народной артистки и статус пенсионерки, а у Лурье всего лишь деньги, значит, квартиру надо отдать самой достойной. С другой стороны, базовый принцип капитализма – защита частной собственности. Полина Лурье честно заплатила деньги и получила квартиру. Отбирать ее – это грабеж, который отбрасывает страну в прошлое, во времена, когда государство могло в любой момент перераспределить ресурсы по своему усмотрению. И Верховный суд сделал свой выбор. Он не просто отменил 3 предыдущих решения, он их уничтожил, назвав несправедливыми и незаконными. Аргументация была настолько простой и логичной, что становилось страшно от мысли, почему 7 профессиональных судей до этого ее не заметили. Во-первых, суд прямо сказал, заблуждение Ларисы Долиной о том, что она участвует в фиктивной сделке, не является основанием для признания договора недействительным. Да, экспертиза установила, что певица была в состоянии психического расстройства. Но, как подчеркнул суд, с учетом уровня знаний и жизненного опыта, Долина должна была осознавать правовые последствия. Она индивидуальный предприниматель, она неоднократно совершала сделки и не может прикидываться наивным ребенком. Во-вторых, и это главное, суд не выявил никакого недобросовестного поведения со стороны покупательницы, Полины Лурье. Она сделала все по закону, а значит, она добросовестный приобретатель, чьи права священны. Этим решением Верховный суд спас не только Полину Лурье, он спас весь вторичный рынок недвижимости России. Если бы решение осталось в силе, любая сделка могла быть отменена. Любой продавец мог бы через год прийти и заявить: «Меня обманули мошенники, я был не в себе, верните жилье». Рынок бы просто рухнул, потому что никто больше не верил бы в нерушимость договоров. Справедливость восторжествовала? Да, Полина Лурье плакала от счастья, риэлторы выдохнули, но главный вопрос остался висеть в воздухе. Вопрос, который застыл на лице судьи Верховного суда во время заседания. А что это вообще было? Что будет с теми 7 судьями, которые год издевались над законом и здравым смыслом? И вот тут начинается самое интересное. Дело Долиной оказалось не просто громким скандалом, оно стало детонатором для настоящей спецоперации под зачистки судебной системы, той самой, которую запустил бывший генпрокурор, а ныне новый глава Верховного суда Игорь Краснов. В фамилии Долина ударение на букву «О». Верховный суд поставил точку в деле Долиной, но для системы это стало лишь запятая. Настоящее предложение началось позже, когда общество, переведя дух от торжества справедливости, задало единственный честный вопрос. А судьям что? Эта формулировка прозвучала из уст руководителя Центра правопорядка Александра Хаминского и моментально стала народным мемом. Судьи 3 инстанций не просто ошиблись, они нарушили присягу, по сути, плюнув в лицо словам, которые когда-то произносили торжественно с рукой на Конституции. За вынесение заведомо неправосудных решений, из-за которых Полина Лурье лишилась и квартиры, и 112 миллионов рублей, Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы по статье 305. Это уже не дисциплинарка, а реальный срок. Пока судьи Долиной делали вид, что ничего особенного не произошло, в другом конце системы уже шел процесс, который еще вчера казался немыслимым. Генеральная прокуратура начала массово подавать иски о конфискации имущества служителей Фемиды. Высшая квалификационная коллегия судей одна за другой удовлетворяла представление главы СКР Александра Бастрыкина, давая зеленый свет уголовным делам сразу против нескольких действующих и бывших судей. Всего 13 человек, против которых уже возбуждены дела или ведутся проверки. Это не единичный выстрел, а залп. И это лишь верхушка айсберга. Чуть раньше с громким треском лишился кресла председатель Совета судей Виктор Мамонтов. У него внезапно нашлись незаконно приобретенные активы на сумму около 9 миллиардов рублей.
9 миллиардов у человека, который должен был быть нравственным ориентиром для всего судейского корпуса. Президент России сменил руководство, поставив во главе Верховного суда Игоря Краснова, бывшего генпрокурора, который пришел не церемониться, а зачищать. В юридическом сообществе уже не шепчут, а говорят вслух. Началась своя спецоперация по очищению судов от тех, кто превратил мантию в бизнес-франшизу. Обозреватель Юрий Пронько метко сформулировал: коррупция в судах страшнее, чем в исполнительной власти. Чиновник, ворующий миллион, это просто деньги. Судья, выносящий заведомо неправосудное решение, это удар по вере в саму возможность справедливости, по легитимности государства как такового. При этом даже он признает, система не тотально гнилая, в ней есть честные люди, но они десятилетиями жили под куполом судейской неприкосновенности, которая защищала не от давления, а от ответственности. И именно эту броню сейчас начинают простреливать, от снятия неприкосновенности до лишения статуса судьи. Проблема, как подчеркивают эксперты, не только в плохих людях, а в конструкции. Судейская корпорация выстроила систему самозащиты, круговую поруку, где ключевым элементом стало пресловутое телефонное право, когда нужные люди нужным людям звонят и объясняют, какое решение считается правильным. Дело Долиной опасно тем, что в нем эта схема стала слишком заметной, слишком громкой. Общество увидело, как работает справедливость по звонку. 3 уровня судов, 7 судей, единый результат. Интересы звезды выше, чем права добросовестного покупателя. И только вмешательство Верховного суда, усиленное чудовищным общественным резонансом, смогло прорвать эту броню. Теперь в экспертной среде говорят о том, что без реформы самой модели формирования судейского корпуса все может закончиться лишь показательной поркой нескольких стрелочников. Уже звучат предложения отменить фактическую пожизненность полномочий, пересмотреть режим неприкосновенности, сделать реальными механизмы отзыва и переаттестации. Народ в комментариях формулирует грубо, но честно: неприкосновенность судей – корень зла. Сегодня они защищаются не от бандитов, а от народа и справедливости. И в этом эмоциональном крике слышится важная правда. Доверие к суду в России сегодня ресурс дефицитный, и дело Долиной стало моментом истины. Все это подводит к главному, неудобному вопросу, от которого не уйти ни судьям, ни власти, ни обществу. Да, Верховный суд восстановил справедливость в одном конкретном деле. Да, 13 судей уже под следствием. Да, Борщевский ушел в отставку, а новый глава Верховного суда обещает продолжить зачистку. В юридическом сообществе уже не шепчут, а говорят вслух. Началась своя спецоперация по очищению судов от тех, кто превратил мантию в бизнес-франшизу. Народ в комментариях формулирует грубо, но честно: неприкосновенность судей – корень зла. Сегодня они защищаются не от бандитов, а от народа и справедливости. И в этом эмоциональном крике слышится важная правда. Доверие к суду в России сегодня ресурс дефицитный, и дело Долиной стало моментом истины. Все это подводит к главному, неудобному вопросу, от которого не уйти ни судьям, ни власти, ни обществу. Да, Верховный суд восстановил справедливость в одном конкретном деле. Да, 13 судей уже под следствием. Да, Борщевский ушел в отставку, а новый глава Верховного суда обещает продолжить зачистку. Но верите ли вы, что система действительно готова меняться? Или это всего лишь яркая шумная порка, после которой все тихо вернется на круги своя? Что победит – реальная реформа или имитация бурной деятельности ради погашения общественного гнева? Ответ на этот вопрос покажет не следующий громкий процесс, а то, изменится ли что-то в судьбе обычных дел, где нет ни народных артисток, ни фамилий с весом. И именно наше общее внимание к таким историям зависит от того, станет ли эффект Долиной началом новой эпохи правосудия или останется просто страшной сказкой со счастливым финалом для одной Полины Люря.